Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про создание ячеек для диакритических знаков. Итак, у нас есть задача добавить в наш шрифт диакритические знаки, чтобы разнообразить его. Ну и самый простой вариант, который у нас в принципе есть, это открыть ячейки, скопировать туда все символы, которые у нас есть. Например, мы выберем Latin Simple, здесь мы особо ничего не увидим такого, но вот есть немножко символов диакритических. Допустим, мы выберем Latin Pro, здесь этих символов уже значительно больше. Вот такое количество. Можно то же самое сделать с кириллицей. Выберем базовую кириллицу. Здесь в принципе такие основные диакритические варианты букв, которые встречаются в большинстве самых популярных кириллических языках. Но если перейдем в расширенную кириллицу, то увидим гораздо больше необычных символов с необычной формой, которую мы с вами разбирали в предыдущих сайтах. Вот. Ну и как, собственно, мы можем с вами сделать их? Открываем Latin Pro, допустим, выбираем какой-нибудь, что это у нас, Акут, открываем ее. Теперь можем элемент добавить в латиницу во все мастера и берем вот так и примерно рисуем вот такой акут. Делаем то же самое в нескольких мастерах и так далее. Ну, как вы понимаете, делать такое в каждом глифе немножко утомительно, потому что это огромное количество работы. Если мы вдруг где-то что-то изменим, придется это менять во всех мастерах, везде и в каждой букве. В общем, такой вариант мы с вами не рассматриваем, потому что в хорошем шрифте с расширенной латиницей кириллицей там около 1000 знаков, ну там от 700 до 1000 будет, и рисовать это все еще и в разных мастерах, это прям вообще очень плохая затея, поэтому мы с вами этот вариант исключаем, мы его не используем. У нас с вами есть символы латиницы и кириллицы, поэтому все, что нам нужно, это добавить отдельные символы в ячейки диакритики и потом соединить их вместе внутри вот таких вот ячеек расширенной латиницы либо кириллицы. Для этого у нас есть несколько вариантов. Нам нужно в целом создать символы диакритики, и тут нам поможет вот что. Мы можем выбрать одну из кодировок, Latin Pro, Latin Simple, ну, допустим, Pro. И где-то здесь, если промотаем, мы увидим наши символы диакритики. Это у нас циркумфлекс, дальше у нас корон и так далее. То есть можем делать двойной клик по ним, добавлять их, нарисовать их, и после этого мы сможем их собрать. Это один из вариантов, как можно их собрать. Но тут не совсем понятно, что именно нам нужно добавлять. Тут большое количество символов, если вы с ними не знакомы, то не совсем будет понятно, что именно нужно добавлять, что не нужно и так далее и тому подобное. Поэтому классический способ добавить диакритику — это сделать это из каталога. Для этого нам нужно перейти в фонд и добавить глифы из каталога. Нажимаем, у нас открывается вот такое окно. Здесь мы видим символы, которые мы уже нарисовали, они отмечены вот таким серым цветом. И по рисунку похожи на наш шрифт, который мы уже, собственно, нарисовали. И вот такой список символов стандартным шрифтом, в котором мы видим все диакритические знаки, ну, большинство из них. Причем можем отдельно посмотреть строчные, прописные, можем уменьшить размер ячеек, чтобы видеть их в большем количестве. Нас интересуют не готовые символы, потому что собирать мы их будем потом. И здесь слишком много всего, чего нам рисовать вообще смысла нет. Здесь просто они идут по порядку Unicode. Мы выбираем вкладку Non-Spacing Mark, в которой уже можем увидеть большинство диакритических знаков. Но тут опять же добавлять все смысла нет, потому что нас интересуют только некоторые из них, потому что вот эти вот символы, я понятия не имею, что это такое, использовать я их тоже не буду в своем шрифте. Нас интересуют самые популярные, вот они представлены. Здесь у нас вот эти символы мы используем, там, допустим, вот эти. В общем, мы выбираем то, что нам нужно, если мы знаем, что вообще нам нужно. И после этого мы нажимаем ОК. Что у нас получилось? Получилось вот что. У нас они добавились в конец списка и представлены они синим цветом. Тут сразу становится понятно, что мы их добавили только что из каталога, и теперь нам нужно их нарисовать. Они сразу у нас добавились с всеми мастерами, поэтому, разумеется, мы ничего не пропустим, ничего лишнего потом не нарисуем, и, собственно, чего-то не хватающего у нас тоже не будет. Вот. Но тут надо понимать, что добавились они у нас с маркировкой комп. Все символы, они у нас представлены с комп. Припиской, вот здесь мы это видим. Вот.
почему я делаю на этом акцент? Потому что половина шрифтов, которые я рассматривал, когда изучал эту тему, они сделаны на основе вот этих диакритических знаков, а половина из них с обычными знаками, в которых нету приставки комп, потому что это уже другой символ. И, допустим, просто написано корон, циркумфлекс, бреви и так далее. Обычно я использую их. И почему я их использую, откуда я их вообще взял? Для этого мы можем воспользоваться другим каким-нибудь шрифтом, которому мы, скажем так, доверяем, который сделан хорошо, и посмотреть, как там устроены диакритические знаки, и взять непосредственно оттуда все эти символы. Откроем шрифт робота, бесплатный, любое из его начертаний, ну, например, Medium, и посмотрим, как там устроена вся вот эта у нас система. Ну, всякие small caps мы не рассматриваем, нас интересуют символы, которые входят в кодировку Latin Pro, скорее всего. Да, вот они. Если мы посмотрим, то циркумфлекс, корон и так далее, у них нету приставки комп. И если мы посмотрим на такие же символы, например, вот здесь А с бреви, мы увидим, что она ссылается на бреви без комбо. А здесь у нас бреви добавилось, где-то оно тут, вот оно, с приставкой комп. Здесь Unicode 0306, а здесь в бреве, где он здесь, Unicode 02D8. То есть это разные символы, и по-разному мы их используем. Если мы промотаем дальше, посмотрим, возможно, здесь комбы тоже представлены в этом шрифте, но я их что-то не вижу. Да, их здесь нет. В общем, к чему я веду? Если вы не знаете, как нарисовать шрифт, мы открываем какой-нибудь шрифт, которому мы доверяем, который сделан однозначно хорошо, ну, общепризнанно хорошо, вот, в большинстве случаев, скажем так, и смотрим, как устроены там символы. И после того, как мы посмотрели, нам бы это дело как-то использовать в нашем шрифте. Поэтому вот эти комп-версии я удаляю, нам они здесь не понадобятся, обычно я рисую без них. Вот. Теперь нам нужно перенести вот эти обычные версии диакритические в наш шрифт. Что мы для этого делаем? Мы берем и открываем те символы, которые представлены у нас в шрифте, которому мы доверяем, выделяем их, жмем Enter и попадаем в эти символы. Вот так мы можем на них посмотреть. И теперь нам нужно сделать так, чтобы они у нас появились в другом шрифте. Для этого мы можем сделать вот что. Либо скопировать их вот здесь, но обычно я делаю вот так. Открываю их вот здесь, копирую вот этот список и в режиме текста вставляю их здесь, в моем шрифте. И что получается? Они у нас вот нарисовались. На самом деле это не они, потому что здесь только представлены их своего рода ячейки, несуществующие. То есть мы это видим, что их как бы в нашем шрифте нет, потому что мы их не рисовали, а мы их видим. Значит, это не наш шрифт представлен. Вот чтобы мы увидели их вот здесь в списке, чтобы они у нас здесь появились, нам нужно сделать двойной клик. Делаю двойной клик инструментом Contour Tool, и вот она у меня добавилась. Проверяем. Здесь у меня ничего не появилось, а она мне вот здесь добавилась, потому что это входит в состав кодировки Latin Simple, скорее всего, или Latin Pro даже. Да, в принципе, в Latin Simple она тоже входит. Вот, можем, конечно же, их прокликать тут, но здесь непонятно, какие именно нужно, поэтому я просто беру те, которые я понимаю, для чего они мне нужны. Делаю двойной клик. Можно на самом деле даже не копировать ничего, вот я их, предположим, вот здесь выбрал, вот у меня шрифт робота представлен. Я теперь могу просто переключиться на шрифт журнальное рубленое, и вот они у меня здесь появились. Теперь я могу прокликать каждую из этих ячеек, и в моем шрифте появились все слои и вся диакритика в этом шрифте. Вот это у нас что такое? Grave. Grave нам тоже нужен, мы его добавляем. Это что у нас? Дерезис добавляем. Это Акут. Акут тоже добавляем. Вот, в общем, один из способов, как добавить символы, которых нет в нашем шрифте, просто скопировать их из другого. Двойной клик по этому символу добавляет его в наш общий список. Вот, при этом макрон, он вот именно такой скопировал, хотя по идее здесь где-то должен быть обычный макрон в списке. Вот это, наверное, он. Да, вот он. То есть вот этот добавляю, а этот можно удалить. Но опять же странно, почему в робота макрон комбовский, а все остальное без комб приставки. Ну, в общем, вот это уже такие нюансы.
разница между этими символами есть, они какие-то набираются отдельно, какие-то используются в виде компонентов, но я обычно делаю стандартные, и в целом у меня такой вариант устроит. В общем, мы добавили все наши ячейки, и этого нам пока достаточно, но это латиница, а мы же делаем еще кириллицу, нам нужно сделать и дополнительные символы для кириллицы. И вот тут у нас уже есть небольшое отличие. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.